Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала «Лук и народная медицина». Сок лука при простуде. Надо вдыхать лук носовым дыханием через нос в течение 2-3 минут 3 раза в день. А можно использовать марлевый тампончик, шарик, обмакнуть в свежем соке и заложить его в оба носовых хода на 10 минут. Так 3 раза в день. Сок – хороший антибиотик от природы, он спасает от инфекций и простуд, активизирует обмен веществ, очищает кровь, регулирует пищеварение. Лук хорошо действует при лечении неврастении. Сок лука с медом расширяет сосуды и укрепляет капилляры. Лук нормализует пищеварительную систему, увеличивает секреторную и двигательную части желудка и кишечника. При бронхите настой лука. Чтобы приготовить, нужно 250 грамм лука измельченного. Туда засыпаем стакан сахара и 20 грамм меда. Мешаем, заливаем в смесь пол-литра воды, ставим на небольшой огонек на 3 часа. Когда он остынет, процеживаем и заливаем бутылочку. Принимаем 5 раз в день по столовой ложке. Курс приема месяц, затем перерыв месяц и повторение курса. Лук от кашля. При неприятном кашле надо очистить луковицу, натереть ее на терке, смешать с гусиным жиром. Смесь стирается в центр грудины, грудной клетки и шеи, после чего закрываем грудную клетку и шею теплым платком. Кроме того, рекомендуется принимать эту смесь каждое утро по 1 столовой ложке и натощак. Гипертония и лук. В 1 килограмм сока лука добавляем 150 грамм меда. Затем добавим 6 граммов ореховых пленочек. Заливаем водкой так, чтобы она покрыла содержимое. Оставим на 10 дней настояться и принимаем средства по 1 столовой ложке 3 раза в день. Осторожно водителям транспортных средств. Луковый сироп. 1 луковицу измельчаем, прибавляем 3 столовые ложки сахара, заливаем 120 мл воды, ставим на небольшой огонь на 5 минут, настаивается 3 часа. Далее готовый настой отжимаем, применяем 2 чайные ложки 4 раза в день. Отвар из луковой шелухи. Втирание в кожу головы мелко-мелко измельченного лука ведет к укреплению волос и приводит к их быстрому росту. В течение 5 минут отварить 5 столовых ложек измельченной шелухи. Дадим отвару отстояться 4 часа. Процеживаем и моем им волосы. После такой процедуры волосы будут блестящими, глаз не оторвать, а перхоть тут же испарится. Настойка лука. В народной медицине настойка лука часто используется при слабости, повышенном давлении, а также важно для укрепления потенции в мужчин. Хорошая комбинация – это тандем лука и чеснока. И еще одно. Чтобы вытащить из лука как можно больше пользы, верхний слой с луковки нужно счищать очень щадяще, очень осторожно, потому что как раз в верхних слоях наибольшая концентрация флавоноидов. И в заключение эксклюзив, как избавиться от запаха лука изо рта. Проблема, которая есть у лука, это запах серы изо рта. С помощью полоскания и чистки зубов убрать его не совсем удается, потому что его источник находится не во рту, а в легких. Когда мы жуем лук, то кислоты перемешиваются между собой, образуя дисульфиды, которые всасываются в кишечнике и с движением потоком крови попадают в легкие. И оттуда выделяются вместе с углекислым газом при дыхании. О как! Полоскание рта, все-таки оно уменьшает интенсивность запаха. И еще один совет. Можно выпить чашечку зеленого чая, лимонной воды или выпить молочка. Хорошо убирает запах серы лука, петрушка, а также любые фрукты и овощи. И классика – это жевательная резинка. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, берегите себя, берегите свое здоровье. Все будет только хорошо. Вот увидите.